важна активность с вашей стороны. Потому что мы имеем дело с трехкомпонентными инструментами. Когда есть кто-то, кто высвобождает, есть сила, которая совершает, и третий компонент обязательно должен быть кто-то, кто принимает. Поэтому, когда мы что-то видим на видео или на аудио, или когда мы присутствуем даже в зале, есть вот эти три компонента, которые, они должны все три сработать. И когда они все три срабатывают, происходит чудо. Очень важна наша реакция. Мы будем чаще ставить разные молитвы. Ну, не сегодня только, а вообще на протяжении времени будем ставить молитвы людей Божьих, генералов Божьих. И нам важно восстановить то, что у нас было раньше. Мы раньше учились принимать. И мы будем снова вырабатывать в себе эту способность принимать. Я хочу дать первый совет, что значит принимать. Вот это место, которое многие слышали, Иакова, 2 глава, 18 стих. «Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Он говорит, что ты не можешь показать свою веру без дел. Не можешь. Не получится. То есть ты не можешь каким-то образом показать без дел свою веру. Он говорит, а я через дела покажу свою веру. Потому наша реакция должна быть всегда на веру. Если мы действительно верой принимаем молитву, нужно как-то показывать. А я покажу. И вот что мне помогает от таких молитв принимать. Когда ты с кем-то общаешься, Инна, можно тебя на минутку? Если у нас с кем-то диалог, она со мной беседует, я не могу молчать. Это не будет диалог. Это не будет между мной и ей. Если она со мной говорит, я должен с ней говорить. Если она меня спрашивает, я должен отвечать. Если она меня просит о чем-то, я должен реагировать. Я должен сказать, да, нет, не знаю. Я должен реагировать. То есть она не может просто говорить, она внутри все понимает. Я должен реагировать, если у нас с ней разговор. Спасибо, это короткая роль была. Если я верю, что человек Божий помазан, и на его словах есть слава, я могу принимать, что он это служит лично мне. Если я это смотрю как фильм, что он служит кому-то в той аудитории, я пропущу. Если я понимаю, что на его словах есть слава, и в молитвах нет срока давности, и не работает фактор места, а они работают в перспективе веры, тогда, если я понимаю, что он служит мне сейчас, не кому-то, кто рядом, не там, кто в аудитории был, он мне служит. Он посылает слово, на котором есть сила. Он будет освобождать слова, чтобы горы сдвигались. Я говорю сейчас не только про эту молитву, про любую молитву, которая будет звучать. И про тех, кто вы в записи смотрите. Просто примите этот урок. Это дорого стоит. Если вы только смотрите это как фильм, историческая запись, вы потеряете. Вы просто посмотрите чью-то молитву и чье-то исцеление. Если вы поймете, что он служит вам сейчас, Дух Божий, который вне времени служит вам сейчас, он вашей горе приказывает, он вашему органу приказывает. И вы реагируете, как я показывал Инна, вы реагируете. Аминь!
принимаю. Да, Господь. Когда ты понимаешь, Он тебе служит, и ты реагируешь, как ты с Ним стоишь. Представьте, что Он стоит перед тобой, и тебе сейчас служит. Тебе это говорит, потому твоя реакция должна быть: аминь. Принимаю, Господь, и словами, и делами, и сердцем, и эмоциями. Принимаю. Да, Господь, соглашаюсь. Когда вы слышите, кто-то говорит, там, твоя гора сдвигается, говорите: аминь, моя гора сдвигается. Когда вы слышите, кто-то говорит, сейчас происходит исцеление, говорите: да, сейчас происходит исцеление, я этот человек. То есть, простите за такое выражение, вам должно быть фиолетово, кто вокруг вас сейчас. По барабану, как говорят, да. Вам должно быть все равно. Возьмите свое чудо и уходите счастливым домой. Сбросьте эту гору и идите домой счастливы. Потому что Дух Божий, Он вне времени и вне места. Это вопрос веры. Вы просто берете и уходите своим чудом.